Эмоциональный анализ постов ВКонтакте. Классификатор или прогрессор. В данной работе рассматривается вопрос выбора между классификатором и регрессором для эмоционального анализа постов ВКонтакте. Цель исследования состоит в определении наилучшего метода, который бы позволил классифицировать тексты пользователей на основе их эмоциональной окраски. В результате проведения экспериментов и анализа полученных результатов будет сделан вывод, какой подход лучше подходит для задачи эмоционального анализа постов ВКонтакте, классификация или регрессия. Ключевые слова: эмоциональный анализ текстов, классификатор, регрессор, тексты социальных сетей, эксперимент, аннотирование. Эмоциональный анализ текстов – интенсивно развивающееся направление, продолжающее традиции уже сложившейся методологии сентимент-анализа. Если для последнего характерно внимание к 2 или 3 тональностям – позитивное, негативное, нейтральное, то эмоциональный анализ сфокусирован на детектировании конкретных эмоций, а именно страха, гнева, радости и так далее. Для большинства проектов в данной области своеобразным камнем преткновения является организация процедуры разметки текстов на предмет содержащихся в них эмоций. Отобрав посты из 3 эмоционально насыщенных пабликов ВКонтакте в качестве материала, мы разобрали авторский интерфейс для недискретной оценки эмоций в тексте. В фокусе данной публикации 2 эксперимента. Один связан с решением задачи классификации текстов по критерию ведущие эмоции, другой с решением задачи построения регрессивной модели, предсказывающей многомерные эмоциональные характеристики текста. Задачи классификации. Задача классификации состоит в прогнозировании принадлежности объекта к одной из заранее заданных категорий или классов. В данном случае в задаче эмоционального анализа классификация позволяет классифицировать посты ВКонтакте на несколько категорий эмоционального состояния, таких как позитивный, негативный или нейтральный. Задача регрессии, в свою очередь, заключается в прогнозировании числового значения или оценки для заданного объекта. В задаче эмоционального анализа регрессия может использоваться для предсказания числовой оценки эмоциональной окраски поста, например, от 0 до единицы, где 0 может означать наиболее негативную эмоциональную составляющую, а единица наиболее позитивную. Специфика интерфейса для недискретной оценки эмоций в тексте. Для недискретной оценки эмоций в тексте, где используется регрессия для предсказания числовой оценки, интерфейс может быть специализирован следующим образом, а именно ввод текста. Пользователю предоставляется поле ввода, в котором он может ввести текст, требующий анализа эмоциональной окраски. Второе. Выбор модели. Пользователю предлагается выбрать модель анализа эмоциональной окраски текста, использующую регрессию. Это может быть, например, модель линейной регрессии или градиентного бустинга. Специфика интерфейса для недискретной оценки эмоций в тексте. Третье. Анализ и оценка. После ввода текста, выбора модели и нажатия кнопки «Анализ» система отправляет текст на обработку выбранной модели. Модель анализирует текст и предсказывает числовую оценку эмоциональной окраски. Четвертое. Визуализация результатов. Полученная числовая оценка может быть отображена в виде графика или шкалы, показывающей, насколько текст имеет позитивную или негативную эмоциональную окраску. И пятое. Интерпретация результатов. А именно, пользователю предоставляется возможность прочитать интерпретацию результатов, объясняющую, что означает полученная числовая оценка и как можно понять эмоциональное состояние текста. Клуб Лёв-Клейма. Согласно концепции Гуго Лёв-Клейма, эмоции могут быть представлены в виде куба, которые состоят из 3 осей – силы, содержания и зависимости. Ось силы представляет собой градацию от слабых до сильных эмоций. В верхней точке этой оси находятся сильные эмоции, такие как радость или гнев, а в нижней точке слабые эмоции, такие как удивление или интерес.
Ось содержание отражает разнообразие эмоций по их характеру и содержанию. На одной конце этой оси находятся позитивные эмоции, такие как любовь или счастье, на другом конце негативные эмоции, такие как страх или грусть. Ось зависимость отображает отношение эмоций к событиям или объектам внешнего мира. В одном направлении находятся эмоции, которые являются реакцией на события, в то время как в противоположном направлении эмоции, которые проявляются в силу внутреннего состояния человека. Специфика интерфейса для недискретной оценки эмоций в тексте. Пример экрана с недискретной разметкой с опорой на диагонали куба Лёфлейма. Основными преимуществами вышеупомянутого инструмента оценки являются: ассессор может указать не только на первичную эмоцию, но и на вторичную, если, например, образец текста в основном касается чувства страха, но аннотатор хочет упомянуть легкое воздействие гнева. В течение разметки ассессоры могут изменять степень выражения эмоций, перемещая ползунок относительно средней точки. Третье, по результатам разметки мы имеем возможность рассматривать каждую оппозицию как период и сопоставлять положение ползунка с вектором, углом которого совпадает с соответствующей диагональю и величиной. С использованием данного интерфейса было размечено 3789 текстов из паблика «Подслушано», палата номер 6 и «Карамель ВКонтакте». В разметке приняли участие 2000 ассессоров, зарегистрированных на платформе Толока. В заключение можно сказать, что выбор между классификатором и регрессором для задачи эмоционального анализа постов ВКонтакте зависит от конкретных потребностей и цели анализа. Классификатор подходит, если вам нужно определить категорию эмоционального состояния, в то время как регрессор предоставляет более точную числовую оценку. Классификатор позволяет легко интерпретировать результаты и определить категорию эмоций, но может упустить тонкие оттенки эмоциональной окраски. Регрессор, с другой стороны, обеспечивает более гибкую и подробную оценку эмоциональной составляющей, но может требовать большего объема данных и сложнее интерпретировать результаты. В конечном итоге выбор между классификатором и регрессором должен быть основан на конкретных требованиях и целях анализа, а также на доступных данных и ресурсах. Использование обоих подходов может быть полезным для получения комплексного и разностороннего анализа эмоционального состояния постов ВКонтакте. Источник. Эмоциональный анализ постов ВКонтакте, классификатор или регрессор. Электронный ресурс. Режим доступа. Дата доступа 24.10.2003 год. Вопросы. Какой подход, классификатор или регрессор, лучше подходит для задачи эмоционального анализа постов ВКонтакте? Какие преимущества и недостатки классификатора в эмоциональном анализе постов ВКонтакте? Где могут быть полезные результаты исследования?